Николай Петрович, егерь с 30-летним стажем, никогда не верил в лесные сказки. Для него лес был работой, а звери – соседями, с которыми нужно уметь договариваться. 5 лет назад он нашел в капкане молодого волка. Вместо того, чтобы нажать на курок, Петрович освободил хищника и 2 месяца подкармливал его у своей заимки, пока тот не окреп. Волк, получивший кличку Серый, ушел в чащу, но связи с человеком не терял. Иногда он приносил к порогу егеря добычу, словно отдавая долг. Но в ту осень Серый повел себя иначе. Он пришел к дому на рассвете и начал выть, не на луну, а глядя прямо в окна Петровича. Когда егерь вышел на крыльцо, волк не бросился к нему, а начал отбегать в сторону заброшенного урочища черные дубы, постоянно оглядываясь. «Куда ты меня зовешь, старый грешник?» — проворчал Петрович, поправляя на плече карабин. «Там же только камни да воронье». Серый вел егеря через такие буреломы, куда Петрович не заглядывал годами. Путь лежал к старому кладбищу, где покоились первые поселенцы и те немногие, кто не вернулся из лесов в суровые военные годы. Среди поваленных крестов и вросших в землю плит была и могила его отца, Максима Николаевича, который ушел из жизни 40 лет назад, унеся с собой тайну пропавшей семейной реликвии. Волк замер у самой ограды. Его глаза светились странным, почти человеческим пониманием. Он коротко гавкнул и указал мордой на надгробие, которое Петрович каждую весну чистил от мха. На холодном граните, прямо под именем отца, лежало что-то ярко сверкающее в лучах скудного осеннего солнца. Петрович подошел ближе, и его ноги подкосились. На камне лежал орден Красной Звезды, та самая награда, которую его отец получил за взятие важной высоты в 1944-м. Эта награда была гордостью семьи, но 40 лет назад она бесследно исчезла. Отец перед смертью все сокрушался, что потерял ее где-то в лесу, когда спасал колхозное стадо от стаи волков. Все считали, что орден навсегда поглотило болото или утащила сорока. Но Серый нашел его. Видимо, орден все эти годы лежал в старом логове, которое волки передавали из поколения в поколение, как странную, пахнущую металлом игрушку. И именно сейчас, в годовщину смерти отца, Серый решил вернуть железяку тому, кому она принадлежала по праву крови. Егерь упал на колени перед могилой. Он взял холодный тяжелый орден в руки и прижал его к губам. 40 лет боли и недосказанности вмиг исчезли. «Нашелся, батя?» «Нашелся», — прошептал Петрович, и крупные слезы покатились по его морщинистым щекам. Он обернулся, чтобы поблагодарить своего лесного брата, но Серого уже не было. Лишь на свежевыпавшем инее остались крупные волчьи следы, уходящие вглубь тайги. Петрович понял, в лесу нет случайностей. Есть только долги, которые возвращаются, и память, которая не умирает, пока по земле ходят те, кто умеет помнить добро. В тот день старое кладбище перестало быть для него местом скорби, оно стало местом великого прощения. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.